Привет, любители профессионалы! Сегодня у нас небольшой короткий ролик с достаточно необычным заказом. Я уже рассказывал грустную историю о том, как заказчица поверила горе-мастерам, заказала у них карету и проплатила всю сумму. Действовали ребята уже по отработанной схеме. Сначала сделали небольшой мостик, на котором стоит сейчас мой компрессор. Потом немного забора, а потом, как обычно, взяли деньги и исчезли. Благо, находились они совсем недалеко, поэтому спустя всего 3 года заказчице удалось все-таки выдрать вот этот остов от кареты. Потом он еще около года простоял на специально изготовленном под это дело подиуме. Ну а потом появился я, и я тоже воспользовался этой хитрой схемой. Сначала изготовил забор, установил калитку, ну а потом взял предоплату и тоже исчез. Правда, всего на 2 месяца. За это время, не торопясь, в свободное от основных заказов время, я изготовил всего 4 колеса и небольшое навершие на крышу. Естественно, все это загрунтовал и покрасил сразу в мастерской. Ну а теперь, ребят, самое интересное. Так что же здесь по деньгам? Так вот, честно скажу, что на доработку этого проекта, а так как деньги-то уже были давно потрачены, мне выделили всего 1000 белорусских рублей. Это около $250 или 25-27 тысяч российскими рублями. Поэтому время, которое я выделил на этот проект с учетом материала, работы подсобника, а так трафика, составило всего 2 дня. А может быть даже немного меньше, потому что на полное грунтование, покраску, патинирование, установку 2 осей и 4 колес, а также монтаж профлиста, кстати, он покупался за счет хозяйки, у нас ушло не больше 4 часов. Кстати, краску для этих целей я использовал не молотковую, а быстросохнущую белорусского производства. Патина, как обычно, Церта. И на мой взгляд, на выделенную сумму карета преобразилась довольно неплохо. Дальше, со слов хозяйки, все проемы и оконные и дверной будут закрываться мягкими окнами, ну а внутренность будет оббиваться красной эко-кожей, возможно, даже с каретной стяжкой. Заниматься этим, я думаю, будут уже специально обученные люди, главное, чтобы заказчица усвоила урок про предоплату. Ну а мой небольшой вклад в изготовление этой кареты на этом и заканчивается. Я надеюсь, что заказчица сделает главный вывод из урока про предоплату. Поэтому, ребят, всем, кому понравилось, ставим лайки и дизлайки. Обязательно комментируем насчет цен и расценок. Ну а на сегодня все. Дальше, как обычно, прямые руки вам в помощь. Всем удачи, здоровья, прорвемся.